Всем привет! Сегодня очередное видео об экшн-камере, в частности о GoPro. И я буду все показывать на своей 12 модели, так как я ее приобрел, как только она вышла в сентябре. До этого у меня GoPro не было, была только китайская модель, но решил что-то попрофессиональнее купить. В частности, разговор пойдет об таком аксессуаре, как Volta. Вот он приходит в такой коробочке. Название, в принципе, ни о чем не говорит. Что это такое? Вот вы можете почитать на английском. Battery Grip Tripod Remote. Что в переводе с английского зарядное устройство, как бы трипод это штатив и пульт управления. Либо по проводу, либо по Bluetooth. Ну, на обратной стороне тут описание на английском, и видно, что вот это устройство Volta можно там прицепить на рюкзак там или еще куда-нибудь, и вот так вот оно выглядит, можно в руке держать и снимать, как селфи использовать. Итак, давайте все это дело посмотрим поближе. Вы усаживайтесь поудобнее, заварите себе чайку там или еще что-то покрепче. Не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные видео об экшн-камере. Итак, поехали! Ну что, господа, начнем. Вот коробочка. Слегка порвал, когда вскрывал. Но это не суть важно. Я еще не подключал ни разу, поэтому все будет, как говорится, в прямом эфире. Что у нас тут? Тут инструкция по безопасности. Ну, языки вы видите, русский присутствует. Я думаю, тут ничего такого нету. Ну, типа, не готовить в микроволновке, не жарить на сковородке, не кушать и так далее. Ну, для глупых, тупых американцев. Так. User Guide, инструкция. Ну, такие языки тут неизвестно. Сейчас так быстренько просмотрим. Ну, английский, само собой. Русского, я так понял, нету. Но не суть важно. Я думаю, все по картиночкам смогут увидеть, что и как, с чем едят, как говорится. В сторону. Что у нас тут? Тут стандартный кабель, обычный USB и USB Type-C. Так. Что у нас тут? Тут у нас болтик крепления, как обычно, к любому аксессуару идет. И крышечка для камеры. Ну, стандартная крышечка меняется и ставится это, чтобы можно было подключать кабель Type-C. Так, пока в сторону. И сам Volta или сама Volta, я не знаю, какого рода это относится. Сейчас, конечно, модно среднего рода. Ни он, ни она нету, ни мамы, ни папы. Какое-то оно. Так. Зажимаем. Так, есть. В сторону. Ну вот и на Volta, скажем так, штатив. Видите, два крепления сверху для камеры и сбоку для различных аксессуаров. Ну и тут, скажем так, пульт управления. Довольно приятная штука. Такая прорезиненная, ну, покрытие резиновое. Приятное на ощупь, мягкое такое, теплое, как говорится. Так, тут у нас для камеры. Тут у нас для аксессуаров разных. Кнопочку нажимаем, вот эту,
и все вынимается. Уже обратно никак, только нажать кнопочку и положить обратно туда. Ну и пульт управления. Я так понимаю, таймлапс режим, видео и фото. Bluetooth, батарейка, кнопка затвора, ну, запись видео, либо фотографирование, кнопка включения и режимы. Так, это дело должно раскладываться еще. Вот так. И получаем трипод. Штатив. Так, сейчас я камеру увеличу. Так, вот. Вот так можно расположить штатив на любой горизонтальной поверхности. Ну, не только там горизонтальной, то, вот, скажем, такой там более-менее кривой. Какой-то либо вот так вот, либо вот так. То есть здесь возвышенность там и так далее. Так, то же самое Type-C для подключения в камеру. Снизу у него есть отверстие с резьбой для 1.4, то есть можно прикрутить на какой-то штатив и увеличить высоту вашей камеры. То есть вы можете поставить на штатив там 1,5-метровый там или еще больше, прикрутить вот эту волту. Здесь камера, и перед вами будет штатив, и вы можете наговаривать с камеру, там, снимая что-то там, либо беря интервью у кого-то. Так что удобная вещь, не только коротенький, что можно и также удлинить. Так, давайте все это дело прикрутим, присоединим к камере, к моей 12-й. И посмотрим, как это дело работает. А пока подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Надеюсь, вы это уже сделали. Вот 12-я модель. Сейчас мы ее сюда и установим. Надо отогнуть лапки. Так, используя наше крепление, и для начала надо поменять крышечку. Вот эту боковую. Так, лапки назад. Боковая крышечка вот здесь. Меня всегда напрягает вот это дело по откидыванию крышечки. Да ё-моё. Вот, зацепили, поднимаем горизонтально вверх и слегка тянем от камеры. Все, убрали. Теперь можем поставить вот это в точно таком же порядке. Видите, вот здесь есть такие, так, на камере, вот. Их нужно завести вот под этот штифт. То есть также горизонтально заводим. Вот. И все, опускаем. Все, теперь вы можете пользоваться камерой, заряжать ее, не открывая крышки, подключать вот эту волту, либо Media Mod еще есть такой. Обзор будет позже, пока на моем канале его нет. Так, дальше что мы делаем? Крышечку убираем в сторону пока. Болтик нам пригодится. Подключаем волту. Так, опять лапки нижние. Вставляем пазы. Лапки. Давайте уже заходите. Не хотят. Зашли. Болтик закручиваем.
Все есть. Видите, проводок у нас с одной стороны, а разъем с другой. Можно, конечно, растянуть, он растягивается, и подключить. Но вот это крепление, оно поворачивается. Можно повернуть. Ну, не только для подключения, скажем, кабеля. Вы можете просто держать, скажем, волту и снимать что-то, и повернуть в нужное вам положение. Не обязательно там руками что-то крутить. Просто поворачиваете. Оно довольно тугое. Вот крутится, и потом оп, фиксатор, то есть на 90 градусов. И также можете дальше. Опять крутится и фиксируется. И до тех пор, пока у вас не будет то положение нужное, когда можно подключить будет кабель. Итак, подключаем кабель. Так. Где же там штекерок-то? Достаточно неудобно, в принципе. Давайте сделаем наоборот. Открутим болтик. Возьмем камеру, перевернем. Вот сюда. Ну, заходи уже. Так, закрутили. Поворачиваем также. Раз, два. Вот, теперь все в порядке. Болт у нас с одной стороны, провод с другой стороны, и здесь штекер. Разъем. Все подключаем. Все, загорелись даже светодиоды. 5 светодиодов. Говорит о том, что батарейка в волте заряжена полностью. Если подключить зарядное устройство вот сюда, сейчас мы продемонстрируем это дело в прямом эфире. У меня тут зарядное устройство в розетке уже есть. Просто проводок надо воткнуть туда в Type-C. Вот. И видите, 5 светодиодов, батарейка полностью заряжена. Если батарейка села, там будет гореть там 4, 3 или 2 или 1 светодиод, и во время зарядки светодиоды будут бегать. Вот так. Волта работает как зарядное устройство, это раз. То есть, снимая просто на камеру, вы снимаете там, если у вас батарейка Enduro, как вот тут у меня в 12 модели, то продолжительность довольно большая. И подключив волту, съемка увеличивается в 3 раза, то есть до 4 часов без проблем. Теперь давайте пробежимся о других функциях. Ну, разъем другой, само собой, есть. Сюда можно подключить еще что-то там, прикрутить там свет дополнительный, например, там направленный микрофон и так далее. Или не направленный микрофон, там радиомикрофон и так далее. Итак, чтобы волта проснулась, нужно нажать на батарейку, вот на эту.
Вот. Либо посмотреть заряд батарейки. Если волта не используется какое-то время, она, в принципе, отключается. В режим энергосбережения уходит. Камера включается с помощью вот этой кнопки. Не обязательно на камере давить вот эту боковую. Давайте попробуем. Нажать и подержать какое-то время. Да, видите, светодиод моргнул на камере. Камера заработала. Пульсационное обновление пульта происходит. Видите, проценты бегут. 70, 80. Сейчас 90 будет. Все, обновление завершено. То есть пульт обновился. Press the remote shutter button to finish. Ну, предлагает нажать вот это, чтобы закончить. Так, настройки Bluetooth предлагает сделать. Написано в дисплее. Тут на камере не видно. Сейчас покажу вам. Очень ярко. Сейчас подкручу. У меня тут фильтр стоит на камере. Извините, что качается. Вот. Выполните сопряжение волта с камерой, чтобы использовать в качестве беспроводного пульта управления или с медиамодулем. Давайте попробуем. Нажимаем, вернее, надо смахнуть вниз. Что у нас тут? Подключить устройство. Так, есть. И нажимаем кнопочку Bluetooth. Что-то не идет. Настройки Bluetooth. Да. Далее. Ну а дальше-то как? Дальше никак не идет. Что ж такое-то? Сейчас я возьму карандаш свой. Может быть, это будет работать. Нет, не хочет. Ладно, нажмем отмену. Самое интересное, здесь идет время. Подключить устройство. Сопряжение с GoPro Quick и совместимо Bluetooth устройством. Убедитесь, что устройство находится в режиме сопряжения и в пределах досягаемости. Ну да, предел. Так, может быть, надо кабель отключить?
Так, ну вот, что-то пошло. Волта. Так, это у нас запись, насколько я понимаю. Ну да, это была запись красным. Так, давайте посмотрим устройство. Подконнектилось у меня все-таки или нет? Да, подключено волта. Блин, в инструкции вообще ни о чем. Короче, ребята, убираете штекер. Ну, сначала, конечно, нужно подсоединить. Вы видели, что шли проценты, то есть происходила адаптация обновления волта и камеры. То есть все это дело произошло. Потом убираем кабелек из камеры и подключаем уже по Bluetooth самую волту. То есть зайдя в эти самые в настройки Bluetooth, нажимаем просто кнопочку вот эту круглую шаттер, и все дело подключается. Так, теперь посмотрим, как это дело работает по Bluetooth. То есть, видите, кабелек-то отключен. Нажимаем кнопочку. Пошла запись, вот время. Нажал еще, остановил. Ну, сейчас видео вы видите. И здесь также самое светодиод горит на видеорежиме. Можно переключить, я так понимаю, режим другой. Фото. И здесь фото переключилось. Также нажимаем клавишу. Можно сделать фотографию. Супер фотка. Так, еще раз нажмем моды режим. Таймлапс. Вот таймлапс. Также можно запустить опять, начать. Обычная скорость, ну и так далее. Не будем это делать. Так, я переключусь назад в видеорежим. Вот, все. Так, очень удобно использовать самые кнопочки вот этого пульта. Самое интересное, он тоже прорезиненный, такой в виде кнопки сделан. На самом деле тут такая выпуклая часть, просто прорезиненная. Поначалу и нарисованы символы, поначалу даже не поймешь, что это кнопки. Просто как бы, ну, самая такая вот, ну, накладка и накладка. А на самом деле это кнопки. Что я хотел сказать? Пульт работает на расстоянии 30 метров. То есть вы можете взять камеру, там поставить где-то там, так, стоять. Поставить где-то ее там на штативе там, или закрепить где-то там на различных держателях. И с помощью вот этой волты управлять камерой. Ну, управление вы знаете, да, можно использовать смартфон с помощью приложения Quick. И вот можно с помощью вот этого волта использовать. Достаточно удобно, не обязательно смартфон там держать. Потому что, ну, сейчас смартфоны довольно громоздкие, лопаты такие. Не всегда удобно. Можно выронить, разбить и так далее, утопить. А с палочкой можно. Но она не влагонепроницаемая. То есть в воде она выйдет из строя. Брызгозащищенная, да. То есть там дождь, снег без проблем. Но в воду нельзя никак. Кабелек тоже такой прорезиненный. То есть вставляете, и дождь, снег не будет проникать в камеру. Но под водой никак. Так, что еще я хотел сказать? Так, вот с помощью кабеля включили.
Так, проснулась камера. Все так же управление с помощью кнопок. Так, Bluetooth, интересно, отключилась? Да, Bluetooth отключилась. Но вот, как я уже сказал, еще раз повторюсь, присоединяем камеру к Волте. Волта должна быть заряжена. Подключаем штекерок. Нажимаем кнопку включения. Камера включится и обновится. То есть программное обеспечение сделает так все, что сопряжение волты и камеры будет стопроцентное. Далее убираем штекерок, заходим вот сюда, подключить устройство, нажимаем клавишу Bluetooth, нажимаем клавишу круглую красную шаттер, ну, съемка, и происходит сопряжение камеры с волта по Bluetooth. Все. Вот так коротко, если. Ну что, господа, давайте закругляться. Надеюсь, вы уже подписались на канал, нажали колокольчик, поставили лайк. Буду благодарен. Напишите в комментарии, что вы думаете об этом устройстве Волта. И давайте немножко сделаю свое резюме. В принципе, когда я покупал этот аксессуар Волту, ну, я так немножко почитал описание на сайте, но решил, ну да, пригодится. Сейчас вместе с вами я посмотрел, что это такое вообще, с чем его едят. По функциям это реально стоящая штука. Во-первых, как селфи-палочка удобная. Ну, у меня, в принципе, тоже есть селфи-палочка длинная, выдвигается там на 1,5 метра. Это коротенькая, но можно удлинить, вот прикрутить сюда. И будет у вас высокий штатив, камера будет расположена высоко для различных сюжетов съемок. Это раз. Два. То, что можно увеличить время съемки в 3 раза с помощью вот этого кабелька, потому что здесь внутри есть батарейка. Очень немаловажный факт. Время записи до 4 часов с батарейкой Enduro. И третий немаловажный факт пульт управления. До 30 метров. У меня есть пульт управления, который я тоже купил. Обзор будет тоже на моем канале. Пока его нету еще, этого обзора я еще не снял. Но будет отдельно пульт. Ну вот в комплекте идет пульт управления. Что очень удобно, не надо там с помощью своего смартфона коннектиться и управлять на смартфоне, либо нажимая на экран, тоже выходить в разные режимы, снимать, там, включать запись и так далее. Все делается с пульта. Причем не просто вот держа камеру на ручке и нажимая пульт, а расположив ее где-то, нажимая кнопки управлять камерой своей. Так что много очень полезных функций, рекомендую. Ну, на этом все. Всем пока, всем удачи, увидимся в следующем видео. Надеюсь, вы уже подписались на канал и нажали колокольчик.